На невесомом рычаге уравновешены шары массой 6 кг и 2 кг соответственно. Как относится длины плеч этого рычага? Два шара, масса М1 равно 6 кг и масса второго равно 2 кг. Находится на невесомом рычаге в равновесии. Спрашивается, как относятся плечи этих двух масс. L1 – это плечо первое, и L2 – это плечо второе. Масса первая, М1, тут у нас масса вторая, М2. Это плечо L1, это плечо L2. И на рычаге подвешено вот в этой точке. Перед тем, как окончательно посмотреть, какое будет соответствие между плечами этого рычага, напомним условия равновесия и напомним первый закон Ньютона, который говорит о том, что если на тело не действует сила или результирующая всех сил равна нулю, то тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. В данном случае вся эта система находится в состоянии покоя. Можем сказать о том, что если на эту сторону действует вес P1, а на эту сторону действует вес P2, то он уравновешен. Чем он уравновешен? Вот этой точкой, которая его удерживает. Это значение R. Если эти веса приложить вот в эту точку и сложить, то мы можем сразу сказать, что R равно P1 плюс P2. Это касается сил. Если сумма всех сил F1 там, плюс F2, векторное значение, плюс и так далее, сколько там их действует, равно нулю, равнодействующих всех сил равно нулю, это одно условие. Но для рычага необходимо еще учесть тот момент, что есть такое понятие момент силы. В чем он заключается? Мы рисуем небольшой фрагмент отступления. Какое-то тело есть, оно подвешено в точке О. И действует несколько сил на него. В этом месте действует сила вот с таким направлением, это сила F1, а в этом месте действует сила F2. Что такое плечо? Для того, чтобы определить, какое будет плечо силы F1, необходимо взять и провести линию, которая касается направления этой силы. Из точки О опустить перпендикуляр на направление действия сил. Мы должны опустить перпендикуляр. Что значит, как опускается перпендикуляр? Вот так. Вот мы опускаем перпендикуляр. Вот здесь должно быть 90 градусов. Вот это 90 градусов. Это будет перпендикуляр. И вот это расстояние будет обозначать плечо действия силы F1. По такому же точно принципу можем провести направление действия силы F2 и опустить перпендикуляр на направление этого действия сил. Мы опускаем перпендикуляр. Вот этот перпендикуляр, это и будет плечо, с которым сила F2 будет действовать на вот это тело. И произведение F силы на вот это расстояние будет L1, это расстояние L2. F1, что множится на L1, будет являться моментом силы. Момент силы F1. Он имеет векторное направление, потому что сила F векторное направление, L это величина безразмерная, поэтому момент силы F обозначим его как M1 вектор. M1 равно F1, что множится на L1. Момент силы – это произведение силы на плечо. А плечо – это расстояние, которое определяется наименьшим расстоянием до направления действия силы. Берем направление силы и опускаем на это направление перпендикуляр. Вот мы его опустили. Здесь то же самое. Взяли направление действия силы и опустили на это направление перпендикуляр. Вот он. F2 и L2 – это будет момент силы F2. Обозначается, пишем M2 равно F2, что множится на L2. Размерность момента – это будет ньютон умножить на метр. Размерность именно момента. Ньютон на метр. Сила определяется в ньютонах. Это расстояние в метрах. Это ньютон на метр. То же самое, понятно. М2 тоже ньютон на метр. Еще раз не забываем о том, что плечо – это перпендикуляр к направлению действия силы. Для того, чтобы эта система находилась еще в равновесии, необходимо, чтобы сумма моментов действующих сил тоже была равна нулю. Если эта сила действует на это плечо, обозначим это дело в данной задаче как М1 равно вот это P1, что множится на L1. P1 векторное значение, M тоже будет векторное значение, оно направлено в эту сторону. Относительно точки подвеса. Вот относительно этой точки. Обратите внимание о том, что направление силы, направление на точку, которая подвешен рычаг, точку О, равно 90 градусов. И это будет являться плечом. То же самое касается момента силы P2, которая действует в эту сторону. Обратите внимание, то, что она действует в эту сторону, и этот в эту сторону, просто-напросто они друг друга будут уравновешены. Если этот направлен, образно выражаясь, против часовой стрелки, этот направлен по часовой стрелке. Они друг друга будут компенсировать, тогда система будет находиться в равновесии. Другими словами, мы должны сказать о том, что сумма моментов М1 плюс М2 плюс и так далее, сил, которые в данном случае находятся в действии на рычаге, должна быть тоже равна нулю. Моменты этих сил P1, P2 должны уравновешивать друг друга. В данном случае М2
можем записать как равно P2, что множится на L2. Первое условие о том, P1 плюс P2 равно реакции точки подвеса. Рычаг где-то подвешен, но в данном случае в задаче это не учитывается. Вот это условие равно нулю, потому что не движется ни вверх, ни вниз. Вся эта система находится в неподвижном состоянии, в равновесии, и можем сказать о том, что сумма всех действующих сил здесь будет равна нулю. В какой-то мере мы можем написать о том, что P1 плюс P2 равно R, но оно нам в данном случае в этой задаче не совсем нужно. Нас больше интересуют вот эти значения моментов. Мы можем сказать, что момент M1 силы, действующей P1 с этой стороны, будет равен моменту M2 силы, которая действует с этой стороны. Но если убрать значения векторов, учитывать их направление, то мы можем сказать о том, что P1 умножить на L1 будет равно P2 умножить на L2. P в стандартном варианте мы уже можем сказать о том, что P1 равно M1 умножить на G, и P2 равно массе 2 умножить на G. Подставим эти значения в это равенство, и мы получаем, что m1 умножить на g и умножить на L1 равен m2 умножить на g и умножить на L2. Ну, как видно, из этого равенства же можно сократить. m1 умножить на L1 будет равно m2, что множится на L2. Теперь m1 и m2 нам известны. Давайте их сгруппируем так, чтобы можно было взять соотношение вот этих длин. Перенесем m2 в эту сторону. Как? Домножим это равенство на единицу, что делится на m2. Будет m1, что делится на m2. Здесь будет L1 сверху равно m2, что множится на L2. И внизу m2. m2 сократится на здесь. Мы переносим m2 в эту сторону. Теперь мы m1, что делится на m2, можем записать равно L2, что делится на L1. m1 разделить на m2 мы можем вычислить, потому что у нас есть эти данные. Пишем. m1 делить на m2 равно 6 килограмм делить на 2 килограмма. Килограммы сократились. И равно L2 делить на L1. Тут можно сократить на двоечку. Тут будет единичка, тут 3. Можем написать о том, что 3 равно L2 делить на L1. Отсюда L2 равно 3, что множится на L1. Мы можем сказать о том, что относятся вот эти плечи как 1 к 3. Если L1 будет равно единичке, то L2 будет равно троечке. Нас же интересует просто соотношение длин. Поэтому размеры могут быть разные. Могут быть метры, могут быть сантиметры и так далее. Но не важно. Важно то, что нас интересует именно соответствие между ними. Как они относятся к другу. Можем написать L2 на L1. Если L1 равно единичке, то L2 будет равно троечке. В этой задаче необходимо сразу определить о том, что, во-первых, система находится в неподвижности, в равновесии. Это говорит о том, что первое условие, первого закона Ньютона, о том, что сумма всех сил, равнодействующая всех сил, будет равна нулю. Она действительно здесь будет равна нулю, потому что если сложить эти две силы, которые тянут вниз, она будет равна той реакции, которая поддерживает, что она уже не падает. И для того, чтобы все это не поворачивалось, необходимо, чтобы сумма всех моментов действующих сил тоже была равна нулю. Они друг друга должны компенсировать. Что такое моменты сил из теории? Показали о том, что это момент силы, это сила, умноженная на плечо. А плечо – это расстояние от точки действия силы до направления сил. Сила может быть, если она может быть направлена совершенно в другом месте, скажем так, вот так. Вот возьмем вот эту силу. Она направлена вот так. F3, например. Берем направление этой силы. Вот оно идет, это направление силы. И опускаем перпендикуляр на это плечо. Вот перпендикуляр будет на силу F3. Это говорит о том, что не всегда опускать будете перпендикуляр. Не всегда именно перпендикуляр это попадает на саму силу. Он должен быть перпендикулярен направлению действия силы. Вот здесь она не попадает, видите? Но вот этот угол 90 градусов. И этот угол 90 градусов. Вот это именно является плечом. Не это расстояние от точки подвеса до действия силы, а именно перпендикуляр к направлению действия силы. Потому что, видите, она разница. Вот где и точка приложения силы, а где точка, относительно которой она приложена. Тем не менее, плечо действия этой силы будет являться именно вот это. Перпендикуляр направлению действия силы. Вот это вот будет являться плечом. Об этом не надо забывать при решении задач по статике. Первое, что нужно, это те законы, которые определены для тела, которое является в покое. Сумма всех равнодействующих сил равна нулю. Моменты тоже должны быть равны нулю.